Вітаю вас, вельми шановне панство. Сейчас будет вторая часть по тепловому насосу. Вы увидите, как я его собирал. Я не буду комментировать процесс сборки, потому что по большому счету в первой части я это все уже прокомментировал. То, что касается подключения платы управления к РВ, к контроллеру, который управляет компрессором, это все поставляется вместе с платой управления. Есть соответствующие инструкции, как это собирать, и показывать, где идет какой проводок, это абсолютно бессмысленное занятие. В любом случае ни хрена не поймете. То есть берем инструкцию, по инструкции подключаем датчики температуры, ЭРВ, датчик давления, концевик там, аварийного высокого давления, согласно схеме. Как это выглядит у меня, вы сейчас увидите. Поехали. Опрессовываю под давлением 45 бар, потому что 410 газ, ну, примерно столько должно быть максимум. Вроде все хорошо. Выстоится под этим давлением. Посмотрю, упадет стрелка, не упадет. Мы с вами подошли к моменту запуска теплового насоса.
Вот здесь я хотел бы вставить один комментарий. Если есть такая возможность, я бы не пожалел денег и заплатил кому-то из толковых товарищей. Ну, я пользовался помощью Романа. Его координаты будут под видео. Либо другого человека, кто разбирается вот в этих тонкостях. Ну, дело в том, что вам нужно заправить систему фреоном. Вот этот момент, когда еще нужно добавлять, а в какой-то момент остановиться, это вот достаточно такая зыбкая грань. Я ее уже второй раз прокурил, но я уверен, что опять забуду, потому что я понял, как заправлять вот на примере своего воздушного теплового насоса. Смотрите соответствующее видео. Все, казалось бы, понятно, то есть я запомнил, начал запускать этот, и уже все, я плыву, то есть прошел какой-то год, и все забылось. То есть человек, который постоянно этим занимается, он помнит, и он видит там, вот нужно добавить, не нужно добавить. Даже, возможно, вот Роман мне помогал удаленно. То есть он удаленно зашел и видел, что происходило в системе. Говорил, добавь, не добавь. Вот советую воспользоваться помощью товарища. И второй момент. У меня используется плата и программное обеспечение народного теплового насоса. Соответствующие ссылки на репозиторий, ну и, собственно, описание этой платы управления будут под видео. И переходите по ссылкам, смотрите, звоните Роману, пишите Роману. В общем, смотрим дальше. О, что-то начал маслать. Слышишь, маслай? Пошел 5-й час работы теплового насоса. На старте в геотермальном контуре было 10 градусов тепла. Через 4 часа работы, ну, пошел 5-й час, геоконтур охладился до 4 градусов. Я пробовал кратковременно выключать. Температура после 10 минут работы циркуляционного насоса поднимается градусов до 4,5 и потихоньку растет. То есть это говорит о том, что труба охлаждена по всей длине до вот этой температуры, до 4 градусов примерно, 4-4,5 градуса. Как видим, сейчас стоит цель 30 градусов, обратка догрета до 30 градусов, и компрессор начал снижать обороты. То есть максимальная стоит 45 Гц. То есть вот он догрел до 30 градусов и теперь пытается поддерживать эту температуру на обратке. Ну, регулирует РВ и регулирует оборотами компрессора. Еще следует учитывать, что в системе заправлена вода, то есть не раствор. К заправке раствором я вернусь чуть-чуть позже. И сейчас я, конечно, боюсь оставлять надолго таким образом, чтобы не оказалось, что испаритель будет заморожен. Ну и со всеми вытекающими последствиями. Поэтому, скорее всего, на ночь остановлю. А завтра буду уже заправлять. И уже запускать постоянную работу. Ну, счетчики, кстати, не проверено, то есть это не точно, что именно так и есть.
термодатчики работают корректно. Это мощность компрессора, то есть полная входная мощность будет где-то ватт на 200 больше. Если быть честным, по результатам первых нескольких часов работы теплового насоса я огорчен. Меня огорчила, собственно, достаточно низкая температура теплоносителя, который выходил из геотермального контура. Что это? Почему это? На этот вопрос еще предстоит ответить. Здесь, собственно, я делаю анонс на будущее видео, где покажу, как я и чем заправил геотермальный контур. Оно будет чуть позже. Здесь через некоторое время появится ссылка, когда выйдет то видео. Поэтому переходите по ссылке и смотрите, чем и как. Сейчас я покажу результат работы через сутки после заправки геоконтура уже теплоносителем, который будет работать в дальнейшем. И в конце я прокомментирую вот эту всю ситуацию. Первая ночь работы. После первой ночи работы. Чуть больше суток проработал тепловой насос, практически не выключаясь. И имеем такую интересную картинку. Ну, во-первых, со счетчиками протока какая-то белиберда, поэтому мощность одна из них неправильная. Скорее всего, неправильная вторая мощность, то есть выходная. А входная, ну, похоже, правильная. Но это, конечно, не точно. И за сутки геотермальный контур с 11 градусов упал практически до 2 градусов. Это 200 погонных метров контура, 3 киловаттами мы его фактически уработали. Но это как-то грустно, и получается порядка там чуть больше 15 ватт с погонного метра. Глина, тяжелая глина достаточно, суглинок, песка нету, в воду мы не зашли, то есть может быть там чуть-чуть цепанули верхушку водяного слоя. То есть как-то может связано с тем, что у нас 2 сухих года и очень сухой грунт. Ну, в общем, с чем это связано, непонятно. Вот такая картинка. Будем бороться и думать, что делать. Ну, во-первых, нужно будет проверить цифры протока. А потом уже плясать дальше. Еще интересное наблюдение. Я на ночь остановил работу теплового насоса. Где-то там часов в 10 вечера вчера. Сегодня утром здесь на контуре было уже 8 с копейками градусов. И часов в 10 утра я запустил тепловой насос. Было почти 8,5 в геоконтуре тепла. То есть контур
достаточно быстро прогрелся. После часа, ну где-то час 20 проработал тепловой насос, и контур опять свалился до 1 градуса. Ну, подача 1 градус, то есть с контура выходит 3,2 градуса. О чем это говорит, я пока не знаю. Думаю, что выводы сделаем чуть позже. Примерно 10-й день работы теплового насоса без отключений на геоконтур. Как видите, геоконтур провалился уже до минус 1,6. Долго держался около минус единички, но когда держался минус единичку, было 67 Гц. Я поднял до 72, то есть он провалился где-то до вот таких температур. И в принципе он держит эту температуру достаточно стабильно. Хотелось бы, конечно, иметь на выходе не минус 1,5 градуса, а все-таки хотя бы плюс 3, плюс 2. Но вот что-то с геоконтуром не то, надо разбираться. Ну, сейчас температура упала за бортом. Естественно, упал теплоноситель, так он у меня больше 40 градусов выходил. Сейчас не хватает мощности для того, чтобы поднять. Увеличить мощность я тоже не могу, то есть увеличить частоту, потому что не хватает испарителя. В общем, придется дорабатывать. До минус где-то 5, минус 7 градусов работает нормально, а потом начинает не хватать. Сейчас на улице ночью минус 15, а днем в районе 11-12 градусов мороза. Итак, можно подвести первые итоги. На сегодня мы имеем запрограммированные проблемы. Это недостаточная площадь теплообмена ПТО. Но это было ожидаемо, потому что эти ПТО рассчитывались на компрессор меньшей мощности. Поступило предложение поставить инвертор, от которого я не мог отказаться, но ПТО под него не было. Поэтому я поставил ПТО меньшего размера. Поэтому ПТО заказаны, где-то едут. Скорее всего, я их буду менять в следующем году, ну, на следующий сезон. Вторая проблемка, маленькая, я предлагаю вам о ней догадаться самим. Конструктив теплового насоса вы видели, там есть ошибка в конструктиве. Пишите под видео, в следующем видео я озвучу, в чем была эта ошибка. И третья проблема, самая большая проблема, это то, что геотермальный контур не дает ожидаемые 30 Вт с погонного метра, на которые я рассчитывал. То есть я сейчас получаю там чуть меньше 20 Вт с погонного метра, при этом контур проваливается до минус 1,5-2 градуса. Правда, при этом он стабилизируется на этой температуре, но все равно это грустно. Это привело к тому, что я недополучаю выходной мощности. Я ожидал, что температура на выходе геоконтура при 30 Вт будет там около нуля. Ну, может, небольшой плюс. В этом бы случае я бы получал мощности, ну, процентов на 20 больше тепловой, чем получаю сейчас. В общем, я бы хотел в следующем видео вернуться к анализу ситуации, что происходит вот там под землей, посчитать с формулами, там, с теплопроводностью и попытаться смоделировать ситуацию. Так что на этой грустной ноте я с вами прощаюсь до следующего видео. Все.
Все, подписываемся, колокольчик, лайк утешительный. Все, пока.